Всем привет! Сегодня у нас будет замер компрессии в дизельном двигателе. В качестве подопытного на сегодня у нас дизельный Volkswagen Touareg с V-образной шестеркой. И мы попробуем померить здесь компрессию. Дело непростое, хлопотное, но партия сказала надо, значит надо. У клиента есть подозрение на плохую работу двигателя, связанную с низкой компрессией. Ему уже померили электронно, то есть с помощью диагностики, и показала эта диагностика низкую компрессию в каком-то из цилиндров. Теперь надо взять обычный пневматический компрессометр, который сейчас на экране от компании TopTool у меня. Здесь сам компрессометр и набор переходников. Использовать конкретно в этом случае я буду переходник под свечу накаливания. Здесь также есть переходники под форсунки, но они нам не подходят. Использовать будем именно свечной. То есть мне надо будет выкрутить все 6 свечей накала, закрутить по очереди этот переходник и, подсоединив манометр, измерить давление нагнетания. Давление нагнетания, или уже по-другому компрессия, должна быть в районе 28 атмосфер. Это норма. Но как будет по факту, мы померяем. Вот я показываю сейчас провода, которые подходят к свечам накала. Мне надо будет снять провода и выкрутить свечи. Но потребуется еще одно действие совершить. Двигатель заведется, если я выкручу только одну свечу накала. Поэтому мне надо как-то двигатель обездвижить. Или же сделать так, чтобы он не заводился. В данном случае я поснимал разъемы с форсунок высокого давления. В этом случае двигатель уже завестись не сможет. И я спокойно смогу померить компрессию. Начну я с этого цилиндра. Я выкрутил уже свечу. Она очень легко выкручивается. Вот и свеча. А вот переходник. Вставляем и закручиваем. Переходник закручивается головкой на 12, а свеча в свою очередь откручивается головкой на 10. Переходник вкручен, подсоединяем манометр и крутим стартером. Посмотрим, что из этого выйдет. Есть кнопка сброса давления. Компрессометр стандартный. Многие китайские производители делают точно такие же. Я подозреваю, что их производит всех одна фабрика, но они по-разному маркируются. John Sway, TopTool, еще как-нибудь, неважно. Они все выглядят одинаково. Итак, вот что я намерил. 24 атмосферы, или же 24 бара. На первый взгляд низковатая компрессия, и уже есть повод для беспокойства. Выпускаем воздух. До остальных свечей накала не так-то просто добраться, и мне потребовалось снять воздушный впускной коллектор. Ну вот теперь можно разгуляться и пооткручивать остальные свечи. Этот Touareg приехал с Америки. Здесь есть, вот сейчас я показываю, датчик NOx, датчик температуры и лямбдазонд. Вот такой вот необычный штук. Это блок управления для датчика измерения NOx, то есть оксидов азота. Машина с мочевиной и сажевым фильтром, дабы соответствовать строгим американским нормам выхлопа. Кстати,
Свеча второго цилиндра очень необычная. Посмотрите, здесь коаксиальный разъем. Видимо, свеча с каким-то датчиком. Я так подозреваю, что там датчик давления встроенный. На европейских машинах такой свечи нету. Стоит она, наверное, очень дорого. Но, тем не менее, мы продолжаем наш замер. Закручиваем наш переходничок и меряем компрессию. Обратите внимание, как легко сейчас закручивать, откручивать. Доступ просто великолепный. Закручиваю от руки. И если у вас есть возможность закручивать динамометрическим ключом, всегда пользуйтесь им. Я могу себе позволить от руки крутить, но при этом я несу ответственность за свою работу. Давайте сейчас посмотрим в режиме онлайн, как поднимается давление. Если вы тоже захотите померить компрессию, чтобы вы могли сравнить, как ведет себя стрелка на манометре. Итак, я пошел в салон, ключ на старт и поехали. Сначала стрелка медленно идет, вплоть до 10 атмосфер. И здесь 22, по-моему. Да, 22 атмосферы. Опять-таки немного, далеко не 28. Забегая наперед, скажу, что во всех цилиндрах абсолютно одинаковая компрессия и находится в пределах 22-24 атмосферы. Почему так происходит? Хотелось бы иметь компрессию побольше, но по факту она вот такая. Я вам скажу, что это не говорит о неисправности или каком-то дефекте. Сейчас я подключил к следующему цилиндру, и мы опять проверим компрессию, которая у нас опять-таки будет в пределах 22-24. Итак, почему так происходит? Потому что камера сгорания в дизельном двигателе имеет очень малый геометрический объем, то есть там очень мало помещается воздуха, и если вдруг по какой-то причине мы добавим объем этой камеры сгорания, у нас компрессия упадет, что в данном случае и происходит. То есть объем камеры сгорания увеличивается на толщину шланга. Посмотрите, какой толстый шланг используется. Шланг армированный, двухслойный, но так или иначе у него есть какой-то объем. По крайней мере, он длинный. В отличие от бензиновых компрессометров, этот шланг довольно-таки длинный. За счет этого появляется дополнительный объем для камеры сгорания, и в свою очередь падает компрессия. Хотя на самом деле все в порядке. То есть если вы будете производить измерения дизельного двигателя с помощью похожего или аналогичного компрессометра, будьте готовы, что компрессометр покажет более низкую компрессию, чем она есть на самом деле. Это не страшно, просто особенность. В данном случае просто смотрите, чтобы не было разнобоя в измерении. На этом все. Всем пока.